Друзья, привет! Вы на канале Анны Галич, и это серия видеоуроков по росписи пряников. В прошлом видео я показывала все нюансы выпечки пряничных топеров для украшения торта, а сегодня покажу роспись пряничных топеров королевской глазурью. Кстати, рецепт зеркальной глазури для подтеков, а также рецепт меренги и мастер-класс по отсаживанию меренг есть уже на моем канале. Ссылки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Обязательно загляните туда после просмотра. А если вы любите украшения тортов кремовыми цветами, то очень советую подписаться на канал Ольги Турчиной. У нее на канале собрано уже очень много видео по сборке тортов, украшению их кремом, также рецепт самого крема. Все очень подробно, детально. Обязательно загляните, подпишитесь и смотрите видео на канале у Ольги Турчиной. Ссылку на ее канал я оставлю в описании под этим моим видео. Обязательно после просмотра зайдите, подпишитесь, поддержите этот канал и наверняка найдете для себя много всего интересного. А пока займемся росписью имбирных пряников королевской глазурью и изготовлением пряничных топеров для украшения торта. Я беру пергамент прозрачный или кальку, а также карандаш и перевожу вот этот средний рисунок. После просмотра видео обязательно загляните в закрепленные комментарии, там будут ссылки на скачивание моих схем для росписи пряничных топеров. Затем беру пряник, вот изнанка, нам нужна лицевая сторона, рисунок, здесь у меня карандаш, переворачиваю карандаш к прянику и распределяю рисунок так, чтобы все поместилось на пряник, и повторно провожу по линиям простым карандашом. Снимаю пергамент, и те линии, которые недостаточно хорошо отпечатались, могу прорисовать карандашом. Рецепты глазури и пряничного теста, а также мастер-классы по созданию правильных консистенций вы также найдете по ссылкам в закрепленном комментарии под этим видео. После просмотра обязательно зайдите и посмотрите. Приступим к росписи. Это пряник с переведенным рисунком. Это схема с циферками заливки. Глазурь заливочная на счет 15. Цвет бежевый и цвет нежно-коричневый. Также нам потребуется белая заливочная глазурь. Обратите внимание, что мешочек можно просто срезать и получить аналог насадки. Обязательно прячьте клювики насадок под влажное полотенце, чтобы они не подсыхали. Согласно схеме, первым делом мы зальем ножки, грудку, попу и вот эти внутренние части бантиков. Начинаем из центра и постепенно расширяемся в края. Круговые движения помогают вибрировать глазури и хорошо ей расплываться. Если вы видите пузыри, то проткните их шилом. Вибрирующими движениями выводим шило через бок. Очень удобно пользоваться вот такими салфетками или просто бумагой. Помогает крутить пряник так, как вам нравится, при этом не касаясь его совершенно. Если вам не нравится форма или осталась пика, корректируйте шилом. Делайте это моментально. У вас есть на это пара секунд. Если через полминуты я начну править заливку, то у меня получатся некрасивые разводы. Дальше мы видим циферку 1 на груди. Тут не делайте большой объем. Довольно тонкий слой глазури необходим. Насадкой трудно залезть в те места, где очень тонко, поэтому можно помогать себе шилом. Вот таким вот образом. Дальше идет попа. Попа, естественно, может быть довольно объемная. Спинку заливаем тоненько, вот в это место. Обратите внимание, что вот это внешний край пряника. Тут не будет никакой росписи, и если вы оставите карандашный отпечаток, это будет не очень хорошо. Поэтому все внешние границы тщательно закрываем глазурью. И вдуваем туда внутрь побольше глазури, чтобы попа была кругленькая. Корректируем форму шилом, если это необходимо. Делаем это как можно быстрее, пока глазурь не начала подсыхать.
Теперь берем белый цвет и заливаем внутреннюю часть бантиков. Объем маленький, то есть сильно много туда лить не нужно. Чуть не забыла одну важную деталь. Вот это тоже цифра 1, и заливаем мы ее коричневым цветом. Небольшой объем, то есть довольно-таки плоско. Теперь мы ждем, когда на циферках 1 появится тоненькая пленочка. Это будет означать, что можно заливать следующие цифры. На это может потребоваться разное количество времени. Это зависит от объема глазури на детали, от влажности в помещении, поэтому никто вам ничего не скажет. Как только видите, что сбоку детали пошла такая как пленочка, корочка, то есть подсушивается глазурь, только тогда вы можете заливать. Обычно при таких маленьких деталях на это уходит примерно 5 минут. Пока сохнет заливки на этом прянике, вы можете заливать циферки 1 на следующем прянике. Именно поэтому выгодно заливать сразу много пряников одного вида. Во-первых, глазури сколько остается, а делать 10-20 грамм неудобно. То есть вы делаете сразу грамм 50 каждого цвета, заливаете 6 пряников, пока залили последний, первый уже подсох, и так конвейером работаем. Это значительно ускоряет процесс, и количество времени, потраченное на один пряник, оно уменьшается, то есть работа становится более эффективной. Обратите внимание, что в центре еще лужа, еще блестит глазурь, а по бокам в некоторых местах уже, например, вот тут даже корочка возникла. Вот тут вот хорошая уверенная пленочка, и значит можно заливать циферки 2. У нас это животик и вот эта часть бантика. Животик делаем коричневый, а бантик белый. Начинаем вот с этой части. Тут отсаживаем немного. Насадка у меня двигается по прянику, а потом оказывается внутри глазури и движение из стороны в сторону. Заливаем тонкий слой. А дальше будем делать ботокс. Пузико должно быть объемное, поэтому мы вставляем насадку в центр и вдуваем туда глазурь. До тех пор, пока оно не станет таким толстеньким, пузатеньким, очень-очень симпатичным. Пику выводим через край. И вот эта часть бантика теперь. Ждем появления тонкой пленочки на пузике, вот здесь на краях, и приступим к заливке циферок 3. Животик будет сохнуть довольно долго, потому что он толстый, большой, то есть дольше, чем вот эти маленькие элементы. На животике появилась пленочка, и могу заливать теперь циферки 3. В этом месте очень важно постепенно подойти к краю и лить не сверху, а сбоку, чтобы не было провала в глазури. И только после этого увеличивать объем. Вставляю насадку в центр, круговыми движениями вдавливаю внутрь глазурьку. Теперь кексик. Объем не очень большой. И еще у нас цифра 3 – это бантики. Вот тут можно хороший объем дать. А у основания вот в этом месте небольшой, чуть-чуть. Вот в этом месте протяните ниточку вот сюда. Хочется еще добавить. Пусть будет пышный бант. Шилом подтяните бантик. И вот эту часть теперь тоже заливаем. Подтягиваем. Обводим вот эти вот единички. Это нужно сделать, чтобы было красиво. Давайте еще вдуем.
Пусть будет пышный. Все, ждем пленочки и будем заливать следующий. Ножка покрылась тонкой пленочкой. Теперь можем заняться циферками 4. У нас это будут руки вот в этом месте и вот в этом. Начинаем заливать вот с этих самых объемных частей. Проходимся по краю круговыми движениями. Вдуваем много-много-много. И вот в этой части уже объем уменьшается. И ручка уходит в плечо. Плечо у фигурок, у разных мультяшек никогда не делайте объемным. Иначе это будет ощущение, что сидит такой боксер, культурист, который хочет напугать ребенка, а вовсе не поздравить с днем рождения. Это такой важный нюанс. Опять же, круговыми движениями много вдуваем, вдуваем, вдуваем. И постепенно уменьшаем объем. И плечико будет совсем такое стройненькое, худенькое. Если у вас глазурь жидковата, то не делайте сильно большой объем. Иначе глазурь просто-напросто растечется по прянику. Больше у нас циферок 4 нет. Ждем, когда подсохнут руки, и займемся цифрами 5. Это будет вот эта ножка, вот эта часть бантика. И пока что все. Зальем с вами циферки 5. Это бантик вот в этой его части. Отсаживаем капельку. И если нужно, корректируем шилом. Берем коричневую глазурь и отсаживаем вот в этом месте. Сначала тонким слоем по дну, прямо по дну пряника шкрябаем. Это важно, чтобы не запечатать там воздух, то есть не сверху льем, а от низа двигаемся в стороны. И только когда мы заполнили первый слой, мы можем ставить внутрь насадку и двигаться и вдувать много-много глазури. Внизу должно быть тоненько, тут побольше можно сделать. Ждем, когда вот тут появится пленочка. Это произойдет очень быстро, минуты 2-3 будет достаточно. И можем заливать голову. Близится конец заливки. Я советую не растягивать этот процесс, потому что глазурь постепенно со временем начинает темнеть, то есть она становится ярче. И обратите внимание, как это хорошо видно. Да, пузико сейчас немножко подсохнет и посветлеет, но в целом те заливки, которые вы сделали в конце, в любом случае будут ярче, чем те, которые были в начале. Поэтому только пленочка появилась, сразу заливаем, не тянем. Плюс глазурь ухудшает свои свойства, становится более рыхлой со временем. Зальем сначала голову. Кстати, тут, если вы отсаживаете через мешок, можете срезать кончик и расширить дырочку. Вам будет удобнее заливать. Все большие детали лучше заливать из большой насадки или из большой дырки из мешка. Давим хорошо, плотно. Смело отсаживаем глазурь. Если у вас глазурь жидкая, то много не лейте, иначе голова расплывется вширь. Если такая густая, как у меня, это та, которая сглаживается на счет 15. Можете смело лить довольно большой объем. От этого пряник только выиграет, он будет очень красивым. Залила голову. Вибрирую, вывожу пику, чтобы тут у меня ничего такого не осталось плохого. И заливаю ушки. Залила тонким слоем. Вижу пузырь. И вот сюда вдуваю. То же самое. И вот сюда. Теперь мы будем ждать не просто пленочки, а полного высыхания пряника. Почему? Потому что у нас на кексике вот в этом месте будут посыпки. Если мы сейчас зальем шапочку кексика, начнем сыпать посыпки, то они приклеятся не только к шапочке, но и ко всему медведю. Итак, ждем примерно 5 часов, когда у нас пряник покроется уверенной корочкой. Пусть он внутри будет влажный, нас это не заботит. Корочка есть, значит уже посыпки не приклеится. И мы можем вот сюда на кексик отсаживать шапочку, украшать его посыпками, потом отсаживать мордочку, вот эту. И после этого будем ждать примерно 12 часов для того, чтобы пряник полностью высох.
Пряник достаточно хорошо подсушился. У меня, к сожалению, нет времени ждать полного высыхания, и я буду стараться делать это аккуратно. Заливаю серединку шапочки кексика белым цветом, полосочка, и затем вдуваю в центр, чтобы она получилась объемной. И когда уже хорошая уверенная пленочка на голове, мы можем отсадить мордочку. Причем обратите внимание на мешок. Дело в том, что глазурь заливочная, когда полежит некоторое время, это часа 2-3, она отсекается. То есть из вот этих пузырьков, из вот этого состояния взбитого, постепенно белочек оседает, он становится жидкостью. И в результате вот тут у нас получается такой как темный цвет, да, это та самая жидкость белковая. И по-хорошему такую глазурь нужно взбивать, то есть заливать вот такой вот посекшейся глазурью сам пряник не стоит. То есть это нестабильный белок, и результат будет не очень хороший. Это прострел цвета, провалы. Но взбивать глазурь ради мордочки лень. Если уж она и провалится, мы ее потом снимем и заново отсадим. Поэтому рискнем. Но чтобы не было цветовых разводов, мы зажимаем вот так мешок и перемешиваем глазурь прямо в мешке. Вот таким вот образом. Чтобы темный цвет, который оказался внизу, перемешался со светлым и была ровная цветная мордочка. Выдавлю то, что было в носике, и отсаживаю на мордочку. Вот в эту зону. Если у вас голова еще не подсохла, то заливать мордаху опасно, потому что мордочка может провалиться в голову, и это будет ужасно. Убираем пику и оставляем сушиться. Мордочку большую не делайте, иначе получится бегемотик. Если сделаете маленькую, получится какая-нибудь кошечка. То есть нам необходим такой хороший средний размер мордочки. Когда серединка капкейка покрылась тонкой пленочкой, мы можем отсадить соседние детали. Наносим глазурь и вдуваем в центр. Вот эти части можно сделать достаточно объемными, это будет интересно смотреться. Вот здесь, обратите внимание, кончик будет направлен вверх, и лучше всего его вывести при помощи шила. Не хватает объема, шапочка такая получается маленькая, скучная, поэтому добавляю глазури. Жду буквально полминуты, пока глазурь покроется пленочкой, и буду украшать посыпками. Я дождалась пленочки и наношу посыпки. Причем будьте осторожны, у нас носик тоже мягкий, липкий. Если вы туда нанесете посыпки, то у вас и морда будет в них. Поэтому работаем точечно, аккуратно, только на капкейк. Теперь я беру белую глазурь, цифру 2, два маленьких пончика, один большой и кондитерские посыпки, какие у вас есть. Мне очень нравятся вот такие. Называются они нон-парель. Диаметр каждого шарика примерно равен 2 мм. Начинаем заливать цифру. Обводим ее по контуру и круговыми движениями начинаем заполнять. Насадка находится внутри, она не шкрябает по прянику, но и не льет сверху. То есть я работаю внутри, и от вот таких круговых движений глазурь растекается по прянику. Если глазурь у вас сильно жидкая, та, которая сливается на счет 10-12, то много не наносите, иначе она потечет с пряника. И придется кисточкой это все почищать. Страшного ничего нет, но лишняя работа. Если глазурь вот такая густая, как у меня, это примерно на счет 15, то можно наносить много, даже нужно. Если вы мало глазури такой густой нанесете, то наоборот не растечется. То есть ничему будет растекаться. Поэтому, если густая, хорошенько льем. Делаем это быстро, чтобы иметь возможность отстучать пряник и глазурь, чтобы могла растечься. Отстукиваю пряник, чтобы глазурь растеклась. Желательно сразу в самом начале убрать пузыри, они нам не нужны. Когда стучите пряником о руку, будьте осторожны, чтобы он не поломался. От слишком резких движений это вполне может случиться. Есть. Теперь пончики, самая веселая часть
нашего мастер-класса. Немножко подождем, чтобы глазурь чуть-чуть покрылась пленочкой, и только после этого можем воспользоваться посыпками. Если мы это будем делать сразу, то посыпочки могут просто взять и утонуть в глазури, особенно если она у вас слишком влажная. У меня как раз прошла 1 минутка примерно. Глазурь более или менее пленочкой покрылась. И посыпаю это все дело вот такой вот красотой. Сильно долго тоже не ждите, а то если глазурь сильно подсохнет, вы просто не приклеите посыпочки. Все отлично. Оставляем до полного высыхания. На это может потребоваться различное время. Зависит в основном от влажности воздуха в помещении. Я советую делать это за день. То есть сегодня я залила, а завтра я буду расписывать. Зимой в период отопления процесс высушивания пряников происходит очень быстро. Вот такой толщиной маленькие прянички могут высохнуть уже за 4-5 часов. В летний период вы можете сушить 12 часов, 20 часов, и они все равно еще будут влажные. В таком случае я советую вам поставить духовку на режим вверх-вниз или конвекция на температуру 45 градусов, ни в коем случае не выше. И вот так вот принудительно досушивать ваши пряники уже с глазурью, потому что иначе никак. Отправляйте пряники в духовку для досушки только после того, как они покроются уверенной корочкой. Если сделать это раньше и температура в духовке будет слишком высокая, то они могут потрескаться. Сразу после росписи вы должны будете их упаковать. Неважно, зимой ли это происходит или летом. Почему нельзя оставлять их без пакета? Дело в том, что зимой, в период отопления, сам пряник, вот само тесто испеченное, он высыхает, он уменьшается в размере. И в таком случае глазурь просто от него отскакивает, потому что она не расширяется, не сужается, она как камень. А летом происходит обратный процесс. У вас пряник набирает влагу и расширяется, и в таком случае глазурь трескается, ей некуда деваться. Поэтому залили пряники, просушили, на следующий день их расписали. Как только пряники полностью высохли, вы берете и сразу их раскладываете по пакетикам. Пряники полностью высохли, и можно их расписывать. Пончики уже готовы, с ними мы делать ничего не будем. А вот цифру и самого медведя мы распишем. Для росписи нам потребуется краситель коричневого и белого цвета. Я пользуюсь российскими красками. Также краситель Americolor. Оттенок называется Electric Pink. Если бы я делала для мальчика, то использовала бы голубой российский краситель. Вы можете пользоваться любыми, которые у вас есть. В качестве палитры я буду использовать обычную тарелочку. Очень желательно, чтобы она была белого цвета. Так вы лучше видите оттенки. Капаем небольшое количество краски на тарелочку. Кисточки будем использовать единичку, нолик. И вот такая вот плоская кисть, четверочка для порошкового окрашивания. Для придания объема и вот такой вот тени на медведе я буду использовать краситель порошковый. Тон называется Купер или медь или скинтон. Если у вас нет такого красителя, то вы можете воспользоваться обычным какао-порошком, желательно светлым. И обязательно для порошкового окрашивания нам потребуется бумажное сухое полотенце. 2 кисточки убираем, они нам пока не нужны. Кисти, обратите внимание, использую все синтетические, это строго. Беру пыльцу или какао-порошок, ставлю кисть вот сюда в угол и двигаюсь вдоль глазури. Вот с этими тенями не переусердствуйте, иначе пряник будет смотреться грязным. То есть вместо желаемого объема вы получите грязь. Набираю краску и растираю ее об бумажное полотенце, чтобы на кисточке были только остатки, и цвет благодаря этому ложится более ровно. Обхожу бантик стороной, крашу только стык пряника и тело. Между элементами из глазури я тоже прохожусь порошковым красителем. Кисть, конечно же, сухая. Ни в коем случае ее не мочим. Также вот в этом месте дадим тень. Повторюсь, будьте очень осторожны. Если чувствуете, что идет какая-то грязь, лучше этого ничего не делайте. Потому что какао-порошок бывает очень темный, и таким не нужны нам тени, а то испортим медведя. Если у вас лето и влажно в помещении, когда берете пряник в руку,
Будьте предельно осторожны, потому что летом влажность высокая и пряник очень мягкий. Он может просто поломаться, когда вы его берете. Вот тут в ушках дам тень. И если у вас есть порошковые красители розового цвета, у меня в данном случае цвет фуксия, очень здорово будут смотреться щечки, тем более, что у нас это девочка. Поэтому я беру порошковый краситель, и щечки я буду красить не из стороны в сторону, а движениями вверх-вниз. Вот в этом месте прохожусь порошковой краской. Если вам хочется что-то смахнуть с пряника, ни в коем случае не дуйте на него. Продается в обычных художественных магазинах вот такая замечательная веерная кисть. Вы просто ей берете и смахиваете какие-то крошки. С тортов я поступаю точно так же. Она ничего не размазывает, настолько мягкая, что очень удобно пользоваться. Дуть на еду не стоит, это не гигиенично. После окрашивания пряника порошковым красителем я беру базовую глазурь коричневого цвета и буду делать ей глазки и носик. Насадка номер 2 или единичка. Техника нанесения носика следующая. Вы прислоняете насадку сбоку, угол 45 градусов, то есть не 90 сверху, а сбоку. Стоим на месте, давим, 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 давим. И когда набрали хорошее количество глазури, чуть-чуть начинаем двигаться в сторону. Прекращаем давление, убираем пику, а затем подтягиваем ее вниз. Можно это делать шилом, вот это подтягивание. Если вы сомневаетесь, что насадкой получится, просто взяли и кончик вниз вытянули. Получается такой носик. Глазки будут делаться под углом 90 градусов, то есть сверху ставим насадку строго вертикально, поднимаемся над поверхностью стола на 1 миллиметрик, то есть как бы сверху будем давить, давим, 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 набрали бусинку, прекратили, убрали. Рядышком будем давить вторую, точно такую же постараемся. Давим, прекратили, убрали. И в конце берем кисточку, желательно влажную. И сразу же, пока не засохли вот эти наши глазки с пиками вверху, мы берем и немножко вибрируя кисточкой, оттягиваем кончик в бок, в сторону. То есть вот эти вот пики на глазах, естественно, нам не нужны. Переходим на пряник. Носик будем отсаживать вот в этой части. Давим, 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 стоим на месте, чуть-чуть начинаем двигаться в сторону. Набрали достаточное количество, прекратили, убрали вверх. Затем взяли шило или зубочистку и протянули такую пимпочку вниз, пику. Носик можно делать большой, и лучше его делать за один прием. То есть если вы ошиблись и начнете его снимать, то можете испортить весь пряник, и будет все очень плохо. Если уж действительно все там получилось некрасиво и надо исправить, в таком случае советую дать немножко подсохнуть носику, не до конца, но так, чтобы глазурь не мазала. И при помощи какой-нибудь иголочки или шила сковырнуть носик, он отскочит, и тогда на его месте следует нанести новый нос чуть большего размера. А так старайтесь все делать за один раз, очень вам этого желаю. Теперь глазки. Сверху подставляю мешочек. И вот в эту точку давлю, 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 набираю хорошие глазки, прекратила, убрала. Вот глазки, смотрите, они не должны быть сильно большие, но и не маленькие, потому что маленькие будет не видно, большие будут смотреться комично. Сразу же, пока глазурь мягкая, быстренько сверху придавливаю кисточкой, вибрирую и увожу пику в сторону. То же самое, стараюсь не испортить медведя, нигде ничем не намазать. Ага, все здорово. Глаза немножко разные, вот я вижу, что вот этот больше, но это настолько незначительное различие, что мало кто его заметит, и я оставлю. Если глазки получились сильно разные, нельзя взять сверху и нанести еще глазури. Нужно опять же дождаться, когда глазурь подсохнет, не до конца, а так, чтобы не мазала, сковырнуть оба глаза и на их месте постараться нанести новые одинаковые глазки. Но повторюсь в очередной раз, что лучше делать за один прием. Так, мне не нравится вот эта бусинка тут. Оп. Все отлично, глазки готовы, можем заняться росписью бантика и капкейка. Я беру палитру, воду, кисточку синтетическую, двоечку или единичку и набираю на нее краску. Сначала макаю кисточку в воду, развожу краску, потому что краситель пастообразный, очень густой. И затем я подсушиваю кисть, то есть избавляюсь от излишков влаги. Это очень важно сделать. Потому что глазурь боится воды, и если вы сейчас будете много лить ее на пряник, то он просто может раскиснуть. Ставлю кисточку в углубление,
и прохожусь по бантику, вот в этих вот местах. Возьму еще немножечко краски. Опять же уберу излишки. И продолжаю работать над пряником. Стараюсь не зайти на медведя, на его лицо. Крашу только сам бант. Вот тут не обвожу. Только стык с головой вокруг вот этой штуковины. Затем дам тень вот в этом месте. То есть делаем яркие внутренности бантика. Достаточно. Теперь я споласкиваю кисть, хорошенько ее подсушиваю, то есть избавляюсь от лишней влаги, можно помочь себе сделать это бумажное полотенце. Дальше я касаюсь кистью к яркому цвету и вот таким вот образом влажной кистью вытягиваю этот цвет дальше к кончику бантика. Все делаем полусухой кистью, чтобы пряник не подтаял. Кстати, вот эта штука, она тоже должна быть яркая. Давайте ее обведем ярко-розовым по краям. Теперь я хорошенько споласкиваю кисть и хорошенько ее просушиваю. И этой влажной кисточкой просто прохожусь по краю. Постепенно у меня получается плавный переход от яркого к светлому. То же самое делаем с капсулой для капкейка. Даем подсохнуть, пока можем заняться росписью тела медведя. Берем коричневую краску и хорошенько разводим ее водой. Должен получиться очень бледный полупрозрачный коричневый цвет. И делаем вот такие вот запятые в ушки в одном и во втором. Затем бровки. Бровки у мультяшек всегда должны быть домиком. То есть не вот так, иначе мишка будет насупленный, злой, а вот таким вот образом. И как можно выше от глаз это тоже смотрится мило. Вот в этом месте будет одна бровка. Переворачиваю пряник и рисую симметрично ей вторую бровку. Обратите внимание, что вы должны это делать одной кистью. То есть нельзя нарисовать одну, потом пойти набирать новую краску и делать вторую. Они будут сильно отличаться по цвету. Бровки лучше не исправляйте, то есть вот как легло, так легло, иначе можно все испортить. Вы можете сделать ей челочку, если хотите. Также можно делать шовчики, но делайте это очень аккуратно и если вы уверены в себе. Если сомневаетесь, лучше пропустить этот элемент, иначе можно просто испортить пряник. Шовчик тут, шовчик на ручке. И ротик. Он будет вот таким, просто улыбочка. Маленькая, аккуратная, обратите внимание, все полупрозрачное, то есть цвет совсем нежный. Теперь хорошенько споласкиваю кисть, может быть, даже стоит заменить воду. Подсушиваю кисть, чтобы белой краски также не было слишком много. И делаю ребрышки у капкейка. Раз, два, три. Набираю еще белой краски, подсушиваю кисть и делаю точечки на бантике. И этой же кистью я делаю блики. Например, вот в этом месте. Они похожи на улыбочку, которую мы рисовали на морде мишки. То есть такие полукруглые полосочки. Мы практически закончили. Осталось только нарисовать медведю глазки и нос. Я споласкиваю кисть, тщательно ее вытираю. Набираю коричневую краску, ничем не развожу, то есть должен быть густой вот такой вот черный тон. Расписываю глазки, стараюсь в бока сильно не лезть. То есть, если я сейчас буду стремиться заполнить весь глаз коричневой краской, я могу испортить тело. Просто испачкаю его и все. Поэтому вот очень аккуратно. Также я поступаю с носиком. Теперь ждем, когда краска на глазах и носике подсохнет, и покроем их глюкозным сиропом, чтобы краска не мазала. То есть, если такой пряник упаковать в пакет, на нем будут отпечатываться нос и глазки, и это все может размазаться по лицу медведя. А после нанесения глюкозного сиропа он подсыхает, и получается такая, как стеклянная защитная пленка, которая не дает краске размазаться. Пока глазки мишки сохнут, займемся росписью цифры. Хорошенько споласкиваем кисть, обратите внимание, я даже поменяла воду. Затем разводим розовую краску, ну или голубую, если у вас пряник для мальчика.
И вот такой вот розовой густой краской, подсушенной кистью, обводим пряник по контуру. Имеется в виду не пряник, а глазурь, конечно же. Плотно, хорошо закрываем. Стараемся не касаться самого пряника, только глазурь. Теперь споласкиваем кисть, подсушиваем немножко, чуть-чуть, чтобы не разъела пряник. И аккуратно протягиваем, так, это много влаги, еще подсушим. И аккуратно протягиваем яркий тон в центр. Середину пряника не заполняем, она у нас будет очень светлая. Теперь еще раз споласкиваю кисть, еще раз ее тщательно просушиваю и прохожусь по центру. Если у вас в центре не получилось блика, вот как у меня здесь получилось, но вдруг вот тут не хватает светлого в центре, вы можете взять просто пальцем, снять верхний слой, как бы растереть пряник. И он, во-первых, цвет выровняет, во-вторых, посветлеет в том месте, где вы трете. То есть мы как бы пальцем снимаем краску и разравниваем ее. Если у вас есть аэрограф, вы, конечно же, можете взять тонкое сопло и через него вот тут вот напылить по бокам, и будет мягкий переход цвета. Без аэрографа сделать это, конечно же, сложнее, но вполне реально, чего мы и добились. Теперь беру кисть, очень хорошо ее промываю и подсушиваю, то есть полностью вытираю всю влагу, макаю в белую краску, чуть-чуть сниму излишки краски и рисую кружочки на прянике. В центре поставлю точечки и точечки между кружочками. Осталось покрыть нос и глазки сиропом глюкозы. Я хорошенько промыла кисть, высушила ее в бумажное полотенце. Тут у меня в ложке сироп глюкозы и немножко водки. Водка нужна, чтобы сделать сироп более жидким. Развожу глюкозу. Можно разводить не водкой, а водой. Это вполне возможно. Просто водка, она быстрее испаряется, и иногда я ее использую. Развожу глюкозу. Если вы используете жидкую глюкозу, например, 100%, то можно ничем не разводить. Но у меня 43%, и она достаточно густая. Также можно заменить на мед. Да, если у вас нет сиропа глюкозы, без проблем заменяем. И сиропом покрываем глазки. В результате чего они будут очень здорово блестеть. И, повторюсь, не будут мазать упаковку, где лежит пряник. Все, наш комплект готов, можно украшать тортик. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс по росписи пряничных топеров, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в любой своей социальной сети, группе в WhatsApp или Телеграме. Это очень поможет продвижению моего канала. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, впереди вас ждет много интересного. А еще загляните в закрепленный комментарий, там я собрала для вас самые полезные ссылки по росписи имбирных пряников.